Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Похудеть до лета мне не суждено. Я свои два платья перешью в одно. Вы помните, какие два красивых лоскутных блока мы сделали в прошлом видео? При всей внешней сложности они очень легко и быстро шьются. Надо только знать небольшие секреты. Еще раз показываю схемы по их быстрому созданию. Можете поставить на паузу и перерисовать. Большой блок пока отложим в сторону и поработаем с маленьким. Для начала увеличим его размер. Сейчас он 33 на 33 сантиметра. Со всех сторон обошьем его полоской ткани, как рамкой. Для того, чтобы все было ровно, сначала обшиваем две противоположные стороны, а потом две другие. Обязательно все подравниваем и проверяем по линейке. Заготовку тщательно проутюживаем. Размер получился 41 на 41 сантиметр. Будем готовить сэндвич. Ткань для обратной стороны. Она будет спрятана внутри, поэтому можно взять любую. Дальше слой синтепона и красивую лоскутную часть. Помним про то, что ткань для обратной стороны и синтепон выкраиваем чуть больше размером, чем лоскутный верх. После этого тщательно все сколем английскими булавками. В лоскутном шитье самое уязвимое – это швы и диагональные срезы. Они могут разойтись. Именно поэтому я заутюживаю швы вместе на сторону темной ткани. Так они становятся крепче. И еще лоскутные вещи укрепляет стежка. Будем делать самую простую – в шов. Начнем с центра, потом пройдемся по ромбам. Можно еще прошить по квадратам. А теперь небольшая хитрость. Чтобы в процессе стежки не образовывались наплывы, надо, чтобы ткани лежали ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Иначе ткани будут сдвигаться и деформироваться под собственным весом. У меня обычная бытовая швейная машинка, поэтому пользуюсь самодельным приставным столиком. Мастер-класс на его изготовление есть на канале. Вроде бы ничего особенного, но качество работы сразу же улучшается. Стежку начинаем с центра, ведем к краям, шьем просто в шов. Ткани сами по себе очень яркие, красивые и нарядные, и не хочется закрывать их красоту. После простегивания подравниваем детали и отрезаем лишнюю ткань. Для обратной стороны подушки
Ткань можно тоже простегать синтепоном. Ее расчертим на квадратики, сделаем сэндвич, сколем булавочками. Мне хочется эту декоративную наволочку-пижамницу сделать на молнии. Поэтому одну сторону молнии пришьем к узкому куску ткани, а другую к большой простеганной части. Лучше, конечно, сначала все прошить иголкой с ниткой, а уже потом шить на машинке. Чтобы определиться с глубиной клапана, который будет прятать молнию, сложим вместе обе части наволочки, заколем эту складку булавочками, а потом прошьем ее на швейной машинке. Вот так выглядит готовый задник к декоративной подушке. Ничего сложного во вшивании молнии нет. И можно переходить к окончательной сборке подушечки. Складываем вместе обе части, закалываем булавочками. Можно прошить по краю на руках или сделать шов на машинке. И открытые края обработаем бейкой. Как это делать, я уже не раз показывала и рассказывала на своем канале. Подшитую бейку отгибаем на обратную сторону, расправляем углы, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. Если хотите, то можете подшить на руках. И у нас готова замечательная декоративная наволочка-пижамница. В ней можно хранить принадлежности для сна или вставить в нее подходящую маленькую подушечку, и ваш диван украсит замечательная думочка, на которую так удобно облокотиться или подложить под голову во время дневного отдыха. Думаю, что такая вещь никого не оставит равнодушным. Вы, конечно же, понимаете, что я дала вам идею, а то, как вы это сделаете, уже полностью зависит от вас. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее. Желаю всем удачного творчества. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!